Ну что, пора обновлять список моих альфа-самцов. Самых красивых, самых горячих и самых любимых мужчин из мира игровой индустрии. Рассаживайтесь поудобнее, списочек сильно пополнился за последний год. Пойду от не самых любимых к самым лучшим альфа-самцам. И там уже задержусь. Игнис Шиенце из Final Fantasy 15. Ну, во-первых, я фанат очкариков. Во-вторых, я фанат умных очкариков и молчаливых. А в-третьих, я люблю светленьких. Игнис — это один из друзей и личная охрана Ноктиса. К сожалению, именно ему сильно досталось в игре, и Игнис ослеп. Но это не делает его менее привлекательным. Соллер из Асторы A Dark Souls. Солнечный мужчина входит в мой список солнечных самцов. Соллер — это такой рыцарь надежды на лучшую жизнь. Он и друг, и брат, и сват, и муж. И кем угодно будет Соллер, лишь бы ты был рядом и побеждал боссов вместе с ним. Он такой позитивный, добрый, ласковый, заботливый, такой классный. А когда он сходит с ума, то его по-настоящему жалко. Соллер — это лучик надежды в нашем темном царстве. Уильям из Нио — этакий молодой Геральт из мира японщины. Он красивый, сильный, смелый, немножечко сентиментальный и по-настоящему прекрасный. Не совсем мой типаж, но ему очень идут длинные волосы и острый взгляд. Не только Уильям зацепил мое внимание, а также его товарищ Хатори Хадзо. Причем в реальной истории это самурай-полководец эпохи Сэнгоку, глава рода ниндзя из провинции Ига. Но, конечно же, в игре он выглядит божественно. Тот момент, когда мужчина с темными волосами мне нравится больше, чем со светлыми. С Хатори нет особо много диалогов в первой части, но его внешность — это просто отвал башки. Вернон Роше из Ведьмака 3. Тут уже намного интереснее, ведь он не какой-то рядовой солдат. Мне нравится его холодный ум и горячее сердце. При этом он отлично управляет своими подчиненными, кроме Бьянки. Она слишком бойкая дама. Вернон всегда готов прийти Геральду на помощь, и с ним легкий Гвин. Роше — это такой пример добропорядочности и чистого сердца. Я не знаю, как он был во второй части, но в третьей Вернон сама доблесть, и внешне он очень приятный. Секира из Секира тени умирают дважды, хотя на деле нифига не дважды. Опять же, люблю молчаливых мужчин, которые делают больше, чем говорят. Секира крайне предан, и у него такие понятия, как честь, отвага и чувство собственного достоинства присутствуют в полном объеме, что делает его в моих глазах еще более привлекательным. Прекрасные боевые навыки в сочетании с добрым сердцем и полная самоотдача. Это прямо 10 из 10. Об Арториусе я могу говорить бесконечно долго. Это самый лучший мертвый мужчина Dark Souls. Покорил меня как босс, так и персонаж. Опять, я говорю о его сильных сторонах и преданности, смелости и отваге. Арториус сильно отличался от своих товарищей не только силой, а своим отношением к жизни. Он единственный, кто завел себе любимого питомца и сражался вместе с ним, а также Арториус успел подготовиться к своему уходу в мир иной и оставил кольцо от бездны у Сифа. Возможно, все-таки Арториус знал, что не вернется, и ушел на смерть без сожаления. Однако он не предугадал, что не смерть станет его тюрьмой, а иная жизнь, и теперь обезумевший мертвый мужчина постоянно нападает на нас, и мы постоянно убиваем его снова и снова. Ну как же без Азмендзвайн? Ну тут полный бойкомплект, и внешность, и власть, и острый ум. Кто не знает, Джун Ли — это архонт из игры Genshin Impact. И с ним самая классная история и бой в конце с боссом. Единственный его минус — он не заплатил за ресторанчик в первый раз. Типичный мужчинка, но потом исправился, и я его обожаю. Особенно его Азмендзвайн. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Аль-Хайтам, как же я его хотела, боже ты мой, я его так и не выпила. Это самый лучший мужчина Genshin Impact, и даже Азмендзвайн будет стоять на втором месте. Аль-Хайтам, мой Аль-Хайтам, загадочный книжный путешественник и такой красивый, господи боже ты мой. Что такое боль? Это вместо Аль-Хайтама получить джин, потому что именно на его баннере у меня был шанс выпадения 50/50. Я была в шоке из-за джин, это удар ниже пояса. И крутки, кстати, я сейчас коплю именно на него. Я буду ждать тебя, мой Аль-Хайтам.
Это аудиторы из коллекции Assassin's Creed, конкретно из Откровений, когда он уже вырос. Красавчик, мудрый, добрый, да и в самом соку. Нашел себе красивую молодую леди и остался с ней навсегда. Эцио молодой был слишком пылкий, в Откровениях же он спокойный, однако при этом у него еще достаточно сил, чтобы бегать, прыгать и драться. Как вы заметили, все типажи моих альфа-самцов достаточно похожи, и да, это так и есть. Но именно Эцио в Откровениях — это прекрасный вариант для семьи и любви. В Хейтема из третьей части Ассасина я влюбилась сразу, но тут есть конкретное но. Мне дико не нравится, как он разговаривает с Коннором. Его методы коммуникации меня смущают. Однако его рассудительность, внешность и спокойствие. Я влюбилась в Хейтема. Классный. Несмотря на то, что его действия имеют двойное дно, но его мысли мне, конечно, ближе, чем мысли Коннора. И, кстати, у Хейтема отличный дубляж. Кто тебе его дал? Старый друг. Я видела такие знаки лишь однажды. Где? А вот об этом мне запрещено говорить. Я спас твоих людей. Это ничего не значит? Эй, Влакас! Алексиус из Assassin's Creed Odyssey. Какой же он классный, веселый, открытый, честный, интересующийся тайными загадками, сильный, смелый и далеко не молчаливый. Я прошла Одиссею именно за Алексиуса и не пожалела. Насколько же он красивый, это словами не описать. А диалоги с ним в некоторых заданиях настолько комичны, что это лучшая часть из тех, в которую я играла по сей день. Горячий спартанец в прекрасной физической форме покорил мое сердечко. Джоэл, мой милый Джоэл, я его обожаю. Понимаете, я даже не знаю, кто он для меня. Он и как друг, и как отец, и как старший брат. Хочется, чтобы такой человек просто был рядом всегда. Ты можешь прийти к нему абсолютно в любом настроении, и он тебя развеселит и поддержит, защитит и никогда не бросит. Джоэл очень отзывчивый и никогда не бросает дорогих ему людей. Чувственный и при этом сдержанный. В нем собрались все самые лучшие качества, и при этом он обычный, простой человек, что делает его более реальным, чем все остальные. Когда я увидела, что он умер, я не поверила. Мне казалось, что все равно где-то в середине игры он вернется. Джоэл всегда приходил на помощь Элли, просила она того или нет. Он всегда защищал ее и следил за ней. Их последний диалог во время игры на гитаре: он убил меня. Джоэл — это действительно тот мужчина, с которым хочется прожить всю свою жизнь. Артур Морган моей души. Роликов на моем канале по RDR 2 огромное количество. Я люблю Артура Моргана. Это прям мой типаж. Взрослый, красивый, сильный, добрый, отзывчивый, чувственный. И главное, благодаря надвигающейся смерти Артур смог взять себя в руки и поменять свою жизнь. Единственный его минус заключался в преданности не тому человеку, Датчу. История Артура Моргана потрясающая, но особенно мне нравится его любовная линия с Мэри. Как он на нее смотрит. Боже ты мой, жаль, что он так и не смог пересилить себя и не уехал вместе со своей любимой. Но в итоге он смог спасти семью Джона, пусть и ненадолго. У Артура Моргана все качества положительные, кроме того, что он бандит. И я не говорю про убийство как таковое, потому что в то время любой мог убить любого человека, даже во время самозащиты. Я говорю об аморальности воровства и грабежи банков и прочее. Ему хватало способностей жить лучшей жизнью, но в итоге Артуру нужен был отец. И именно поэтому он и выбрал Датча на эту роль. Это единственная его слабость, которая обошлась в самую высокую цену. Но сам Артур Морган божественен. Лучший мужчина Дикого Запада и любого другого Запада и любого мира, но у него появился конкурент.
Данте из Devil May Cry 5. Слушайте, это просто отвал башки. Вот это доминирующий альфа-самец. Альфа всех альф вместе взятых. Благородный, веселый, нереально сильный и при этом без загонов по типу мести и прочих странных штук. Данте победил всех и покорил меня навсегда. Он вызывает самые разные чувства, и в отличие от Артура Моргана, который очень спокойный и даже в ярости, в Данте прям кипит демоническая кровь и делает его более живым. Я не могу вам описать словами, насколько же он мне нравится. Я уже молчу о том, какой же он красавчик. Вот она, обратная сторона игровой индустрии. Насмотревшись на таких джентльменов, а что потом с этим делать в реальности, неизвестно. Но Данте — это лучшее, что я видела в игровой индустрии на данный момент. Да, у каждого человека более-менее будет один типаж по телосложению, внешности или характеру. И это нормально, потому что все мои альфа-самцы похожи друг на друга в той или иной мере. Список красавчиков увеличивается, и я каждый год делаю такие ролики и пополняю свой список лучших игровых мужчин, а также самых лучших игровых девочек, которые тоже будут для вас, мои дорогие зрители.